Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы посетим сразу несколько заброшенных мест. Общагу с рабочим компом на посту вахтера. Аутентичный советский кинотеатр. И жуткий колледж, где горит свет и буквально оставлено все оборудование. Больше всего впечатлила нетронутая лаборатория и целый зал со старыми станками. Приятного просмотра! Ё-моё, вся трава мокрая. В общем, помните, где-то 1,5 года назад я посетил заброшенный университет, где учили педагогов, психологов и художников. Вот это здание, где был университет. Если кто пропустил тот выпуск, сможете его найти по ссылке в описании, либо в подсказках. А сегодня я решил сюда вернуться, потому что, оказывается, в прошлый раз я здесь не все посмотрел. В этом здании было общежитие для студентов. Опа! Сейчас главное, чтобы не было сигнализации. Смотрите, свет горит. Офигеть. Первая комната. Почему я не могу заснуть и проснуться с дипломом? Начинаю учиться. Забавно. Что-то периодически пищит. Возможно, пожарная сигнализация. Опа. Это комната сторожа. Свет горит. Обалдеть. Опа. Там в углу датчик движения. Но походу он не рабочий. Да. Ключи от всех комнат. И 2021 год. Выходит, общежитие закрыли 4 года назад. Такс. Что читали вахтеры? Мои скитания. Люди театра. Пушкин.
и куприн. Есть кто? Никого. Даже гудка нет. А что если попробовать включить компьютер? Надо найти блок. Вот он. Ну-ка. Такс. А, вот. Включился. Как давно я не пользовался таким Windows. Это компьютер, наверное, годов из 2000-х или 2010-х начала. Секретная информация, папка. Опа. Это местные сталкеры подписались. Вот они были здесь еще год назад. Посмотрим. Картинок нету. Документы. Тоже ничего. Зато можно поиграть в пинбол, как в детстве. Напишите в комментариях, кто помнит эту игру. Такс. Шарик полетел. Так. Опа. Офигеть, просто на заброшке играю в компьютер. Ладно. Нет, ну это реально какой-то прикол. Журнал посещений. 2020. Смотрите, время, кто к кому заходил. Ладно, пойдем дальше. Тут вот висят датчики, но несмотря на электричество, признаков жизни они не подают. Ванная и туалет. Общая на этаж. Такое типичное советское общежитие, я бы сказал. С этими лестницами, коридорами. Второй этаж. Но тут видно, что когда съезжали, часть вещей точно позабирали. Большинство комнат довольно пустые.
эти писки немного меня напрягают. Потому что охранная сигнализация может быть в теории и беззвучная. То есть датчики сработали, и все. О, смотрите, это общая кухня. Вот были 4 плиты. В общежитии обязательное ношение масок. Это еще со времен ковида, походу. 3-й этаж. Я вот сам в общежитии никогда не жил и не знаю, каково это. Если у кого есть интересные воспоминания или истории из студенческой жизни в общежитиях, напишите в комментарии. Будет интересно почитать. А мы поднимаемся уже на последний 4-й этаж. Нет времени помыть руки, будет время сидеть на карантине. Вот, это все еще со времен ковида. А вот интересно, сколько человек жило в такой комнате? Это, походу, здание администрации. Тут главный вход. Что-то там светится и шумит. Раньше, кстати, походу, именно здесь сидел охранник. Опа! Это компы с камерами, смотрите. Офигеть. Здесь все камеры видно. Смотрите. Вот так это выглядит. Так выглядит пост местной охраны. Так, как тут выйти? Ладно. Что-то мне немного не по себе от таких находок. Чё за звук был? Смотрите, часы работают. Блин, странно, что тут не сидит охранник сейчас, но тогда, 1,5 года назад, он здесь точно был. Тут еще горел свет, я помню. Я в этом здании еще не был. Посмотрим, что тут есть еще. Насколько я помню, тогда это здание еще было рабочее, а сейчас, походу, его уже тоже забросили. Что за двери высоченная? Походу, спортзал. Ну-ка. Открыто. Да.
Ух. Класс. Но он не выглядит прям заброшенным. Тут даже полы чистые, блестящие. Офигеть. Вот это находочка. Смотрите, пианино. Рига. Оно даже звучит неплохо. Просто. Куда я попал? Ну-ка. Есть. Есть. Что тут? Туалеты. О, так. Проверяем. Офигеть! И здесь свет горит. Не хочу, чтобы меня заметили с улицы. Я сейчас возле портовой промзоны. Нашел тут одно интересное местечко. Хочу вам его показать и сделать небольшой сюрприз. Вот, мне сюда, в этот большой ангар. А он, походу, и залаз. Ух, да, просто посмотрите на это. Это актовый зал или кинотеатр, точно не знаю, при одном учебном заведении. Вон написано «Учебный центр». Морская школа здесь была. Я думаю, что этот занавес опускали, и кино здесь тоже показывали. Да, вот, смотрите, там окошки. Это была проекторная комната. Не, ну это место, конечно, чисто советская капсула времени. Я вот не знаю, это динамики или просто такие украшения. Ух, класс. Эх, сейчас бы кино здесь посмотреть. Дорогие зрители, не просто так я сюда пришел.
Дело в том, что компания Дуги снова меня порадовала и прислала мне еще один ультрапрочный крутой телефон. Это Дуги VMAX Play. Офигеть, он здоровый. Вот это телефон. Ребята, главная фишка, здесь есть кинопроектор. И мы сегодня посмотрим кино. Дисплей здесь 6,78 дюйма, 8-ядерный процессор и есть вот такой милый помощник. Open Camera. У меня английский стоит. Вот я попросил его открыть камеру. Сейчас ее затестим. Ого, тут 200 мегапикселей. Ну-ка. Классная фотка получилась. А вот есть широкоугольная камера. Ух, какой обзор. Ух, камера действительно крутая. Но самое главное, вот, камера ночного видения на 20 мегапикселей. Так, вот, я выключаю свет. Для моих вылазок это просто то, что надо, потому что можно не палиться с фонариком и вот так вот в полной темноте все снимать. Это ночная камера, очень полезная штука. Ух, ребята, как думаете, какая здесь батарейка? 20,5 тысяч миллиампер-часов. Этот телефон можно использовать как пауэрбанк, заряжать от него другие устройства. Вот, камера заряжается от телефона. Фонарик здесь на 1200 люмен. Для телефона светит, ну, очень ярко. Ребята, это реально прочный и крутой телефон для использования и развлечений на открытом воздухе. Что ж, давайте опробуем главную фишку. Вот этот проектор. Наш помощник. Can you launch, please, the projector? Спросил, чтобы он запустил проектор. И вот он открылся. Включаем. Вот, пошла проекция. Тут можно регулировать яркость. И вот есть функция автофокуса. Ребята, сейчас открываю YouTube и запускаю свой же сериал про Металлург. Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Просто завод, а целый промышленный город. Десятки зданий, улицы. Кстати, качество картинки 480 пикселей. Ребята, вот чтобы вы понимали, я сейчас сижу в самом конце зала. Мощность динамика смартфона 130 дБ, и я отсюда все прекрасно слышу. Сейчас надо как-то обойти охрану.
Получается, можно сказать, что я хоть и ненадолго, но взял и оживил этот кинотеатр. Заберемся повыше. Это, походу, действующее что-то. Там пусто внутри. В общем, дорогие зрители, очень впечатлил меня этот телефон. Так что, если кто-то из вас любит отдыхать в кемпингах, просто выбирается на природу или изучает заброшки, как я, то смело могу вам порекомендовать Дуги VMAX Play. Ссылочка будет в описании. Что ж, я надеюсь, вам понравился сюрприз с оживлением кинотеатра. Ух, смотрите, какой парусник. Полтава, 1712 год. А это кто? Вот годы жизни написаны. Может, Петр I? Но я не уверен. В общем, ладно. Тут, походу, больше ничего интересного. Поэтому отправляемся дальше на поиск новых мест. В общем, подсказали мне тут одни ребята интересное место. Собственно, вот это здание. Опа! Там почему-то внутри свет горит. Хотя здание уже лет 5 как заброшено. Тут тоже свет. Это лестница. Блин, я надеюсь, там охрана не сидит внутри. Вообще, знаете, часто бывает так, что охрана специально оставляет свет включенным, чтобы создать видимость, что здание не заброшено. Пойдем искать залаз. Я надеюсь, тут камер нету. Не, ну смотрите, реально свет горит внутри. Я сюда вообще пролезу? О, спокойно. Уф. Вот коридор. Я слышу, как электричество гудит прям рядом. Дверь закручена. Так, тут какой-то склад мебели, смотрите. Еще склад. А вот и первые артефакты. Учебные плакаты.
Передняя подвеска. Коробка передач. Это был учебный класс. Твою дивизию. Звонок зазвенел. Блин. Я надеюсь, охрана не услышала звонок. Так, вот лестница. Мне сюда. Да, вот проход на второй этаж. Ура! Тут есть проход дальше. Там, походу, еще одна лестница со светом. Лаборатория микробиологии. Офигеть. Просто нетронутый класс. Ого. Это, походу, оборудование для опытов. А что тут? Кладовка. Белый халат. Ящик с колбами. Маленькая печка. Это, если не ошибаюсь, спиртовая горелка. Еще колба. Весы торсионные 89-го года. Еще весы. А это, наверное, грузики. Да. Грузики к весам. А это что за аппарат? Тяжелый. Украина 2. Баллоны. Азот. Сжатый воздух. Еще советские. Что за аппаратура? Фотометр. Это что? Это уже какая-то заграничная аппаратура. Это, походу, проектор. Знаете, мне это все
Очень напоминает наши школьные уроки по химии. Лаборатория инструментального и физического анализа. Ого! А это интересное местечко. Вообще вот интересно, почему это место закрылось. Смотрите, это вытяжные шкафы. Плитка. Баночки с химикатами для опытов. Тумблеры. Полноценная лаборатория. На календаре 2020. Ну-ка. Офигеть. Вот это заброшка. Так, ладно. Осторожно, идем дальше. Еще какие-то кладовые. Ну, судя по надписям на доске, я тут не первый посетитель. Мастерская для ключников. Соблюдайте технику безопасности. Смотрите, тут тиски. И тут, видимо, они учились работать. Будущие ключники. Ого! Смотрите, кого нашел. Это же киноаппарат. Класс. Какого он года? Интересно. А, вот. Завод Кинап, Одесса. Кинопроектор 68-го года. Вот это находочка. А вот список диафильмов. Киноленты с учебными фильмами. Мастера. Инструменты с многогранными твердосплавными пластинками. Такс. Здесь слесарные работы, сверления. И такого добра здесь целая полка. Судя по списку фильмов, тут учили практически всему. Резка, сварка, рубка, сверление. А вот и учебные станки. Ну-ка. Нет, выключен. Это те две лестницы,
который я видел с улицы. Вообще, как я слышал, сюда шли учиться ребята, кто в школе дружил с химией и хотел в будущем работать в фармацевтике, либо в лабораториях. И они здесь учились. Колбы. Еще колбы. И какой-то прибор интересный. Что он мерил? Не знаю. Странно вообще, что все это так бросили. Это что? Похоже на микроскоп. Здесь еще химикаты, но баночки пустые. И вытяжной шкаф. Правила работы в химической лаборатории. Учебная литература. Еще советские книги. Кабинет электротехники. Офигеть. Сколько тут всего. Весы. Эх, это ж сколько полезных учебных пособий просто пропадают. Тут полки с учебными плакатами. Это ящик с градусниками. Вот они, термометры ртутные, прямо в упаковках. Сейчас такие уже не достать. Ртутные. Рядом ящик с колбами. Все это, если покупать новое в магазинах, стоит очень немаленьких денег. Особенно сегодня. И парадокс в том, что здесь это все просто лежит никому не нужным. Это все колбы, пробирки. Еще один проектор. Химики и физики, наверное, плачут при виде таких находок. А что в шкафу? Принцип работы синхронного двигателя.
Тут у нас какая-то химия. Лучше не будем ее трогать. Ну, вроде, кроме гудения электричества, я никаких звуков снизу не слышал. Руководитель техникума. Это похоже на кабинет директора. Количество сахара. О, смотрите, это классная штука. Здесь наглядно показано, сколько сахара в различных сладостях. Вот столько в батончике шоколадном, столько в конфетках, еще в батончике. В баночке йогурта вот такой пакет сахара. Офигеть. Контроль продуктов питания, инженер-механика, защита окружающей среды, химия, биотехнологии. Вот этих специалистов здесь учили. Директорский сейф. Шкаф несгораемый. Ключ есть. Что-то он не поворачивается. Походу, не откроем. Архив. А за закрытыми дверьми обычно самое интересное. И тут закрыто. Учительская комната. Еще один учебный кабинет. Класс химия. Нефть и продукты ее переработки. Учебное пособие. А вот про торф. Круто, когда можно так вот на все посмотреть, пощупать, потрогать. Класс. Здесь волокна. Вот разные волокна. Тут целый шкаф этих учебных пособий. Каменный уголь. Модели атомов. Пустая. Вот, смотрите. Вот эти модели атомов. И я даже помню, как мы такие собирали на уроках химии в школе. Здесь пластмассы. Топливо. Это все советские пособия учебные. Вот здесь образцы топлива.
И вот их список. Алюминий. Знаете, вот, на мой взгляд, такие учебные пособия, они очень классные и эффективные. И, конечно, очень жалко видеть, что их просто взяли и вот так бросили. Потому что не зря говорят, что лучше один раз увидеть и потрогать, чем 1000 раз услышать. Это учебники английского. Вот, английская грамматика. А здесь книги по химии. Основы аналитической химии. Здесь кладовка учителя химии. Посуда химическая. Различные приборы. Бутлеров Александр Михайлович. Проекторы. И целый шкаф химической посуды. Кисть руки шимпанзе. Большая. Почти как моя рука. Это тоже учебные пособия, но уже не по химии, а по биологии. Чего тут только нету. Биоценоз пресного водоема. Агроценоз. Различные возрасты прусика. Химическая лаборатория. Ну-ка. Правила техники безопасности. Ого! Вот это находка. Просто нетронутая химическая лаборатория. Еще советская. Со всем оборудованием. Вот Бутлеров. И рядом Менделеев. Смотрите, тут буквально в каждом ящике что-то лежит. Снова вытяжные шкафы для опытов. И ящик с какими-то приборами. Что это вообще? Электродело. Название завода. Год выпуска 61. Плитка, скорость. Что-то для нагревания, возможно. Вот прибор. Это нагреватель для колб.
учебный. Вот он в коробочке. А тут штатив для пробирок. Вот он. Такс. Это лежат ареометры. Новые в упаковках. Пермский совнархоз. Олово хлорное. Тут целый поднос с химикатами. Ой-ё! Яд написано. Анилин. Лучше тут ничего не трогать. Еще баночки. Это серная кислота была. Но они все уже пустые. Да. И слава богу. Коробки с аппаратом Боброва. И тут... Ой-ё! Чуть не выронил пробирки с химикатами. Жесть. Тут уже кто-то пошарился по коробкам. Такс. Последний класс на втором этаже. Я думаю, если бы тут сидел охранник внутри, то он бы меня уже услышал и пришел бы. Но все равно будем осторожны. Вот, походу, главный вход. Расписание уроков. А здесь гардероб. Тут просто везде свет горит. Кстати, тут все двери подперты стульями. Значит, за зданием присматривают. Да, вон та дверь, которая была закрыта. Ну-ка. Открыто. Такс. Ого! Похоже на лабораторию. Глянул на двери. Это лаборатория по очистке сточных вод.
О, пахнет машинным маслом. Ну да, здесь станки. И это, видимо, была учебная мастерская. Еще один класс. Инженер-механика. Вот фотографии с процесса обучения молодых специалистов. Ого! Тут, похоже, еще одна большая мастерская. Вот эти станки, как на советских заводах. Класс. И при этом это было не какое-то производство, а это учебная мастерская, где учились будущие специалисты. Красный пролетарий, завод станков. А этот аппарат 71-го года. Стружка, кстати, довольно свежая. То есть до последнего это все работало. Судя по найденным календарям, это место проработало до 2020 года, а после было закрыто. Может быть, кстати, из-за ковида? Типа, может, закрыли это заведение на карантин, а после объединили с Рижским техническим университетом. Но это лишь мои догадки. И почему же тогда они не вывезли все это оборудование, а все это тут так бросили? Ведь все эти станки вполне могли бы еще поработать. Ого! Смотрите, это станок из Еревана. Станкостроительный завод имени Дзержинского. Сколько разных заводов было раньше. Помимо самых разных станков, тут еще есть учебные плакаты на самые разные темы. Раковины, чтоб помыть руки после работы. Ладно, в общем, пока меня тут не застукали, пойду-ка я на выход. Что ж, ладно, спасибо за просмотр. Всем счастливо и до скорых встреч. А я пошел на выход.